Привет, песеры, с вами Морж и еще один финал турнира на моем канале. Естественно, от турнирной группы номер 1 в РУ-регионе, самой большой, самой авторитетной, ну и Мишу Смирнова, главу этой группы, вы тоже, конечно же, все знаете. Как я думаю, знаете и ребят, которые сегодня сражаются. Не раз они были в финалах, не раз они были на моем канале и, конечно, всегда они показывали прекрасный футбол. Значит, сегодня у нас сражаются Рашид Ализаде, он будет у нас выступать под эмблемой Азербайджана. И сегодня, и сейчас вы видите его состав, конечно же, на своем экране. Вот такой набор игроков. И эпики есть, и шоу-таймы есть. Короче, дорого-богато. Как сказал бы я так на самом деле и сказал. И противостоять ему, конечно же, будет Игорь Конюхов. Тоже не раз вы видели его матчи. Здесь у нас и биг-таймы, и, собственно, эпики. Вот шоу-таймов не вижу, но, тем не менее, состав у него вот такой. Я думаю, игра будет интересна. По силе команды, ну, плюс-минус равны, тут никакого регламента не было, просто человек выбирал флаг, под которым он будет выступать, и, в принципе, выступал. Надеюсь на интересный матч, само собой, я не смотрел, а пока можешь в комментариях написать, как ты считаешь, кто победит в этом противостоянии двух Якадзун, ну а мы переходим к матчу. Ну и погнали. Естественно, если ты хочешь поучаствовать в турнирах, то ссылки в описании, закрепленном комментарии на турнирную группу, вступай в нее, следи за новостями на стене, общайся с админами и участвуй в турнирах. Попадешь в финал, попадешь на мой канал. Вот, может быть и полуфиналы тоже стоит повыкладывать, об этом можете написать в комментариях. Ладно, матч у нас уже пошел, и Игорь перехватывает мяч, он играет у нас в желто-синей форме, Рашид у нас играет в голубой форме, да, ну, это ж не синий, это же голубой, и пока что у нас Рашид в атаке. Мане делает передачу на КК, но передача не получается, защита пока справляется, и Игорь длинным пасом находит Мане своего на левом фланге. Хорошо, здесь обманул разворотом, Ромеро пока что не справляется, Кройф, передача на Дембеле, ну, тут и самому пробивать можно, что, собственно, Игорь и делает, с подкруткой удар в дальний угол, но для Чеха, конечно, такое проблем не составляет. Погнал в атаку Рашид, КК передает на Асимхена, Неймар смог и развернуться, и обогнать Кафу. Хорошая может выйти атака, она и выходит. Буквально раскатана как по нотам. Ну, достаточно обидный гол. Нет, вот здесь хорошо Неймар развернулся, Кафу с ним не справился абсолютно, ну и Асимхен оказался первый, собственно, на мяче. Защита здесь даже не пыталась перехватывать мяч, почему-то стояла за спиной нападающего. Вот так вот достаточно быстро Рашид выходит у нас вперед. 8-я минута у нас всего лишь идет. Ну что ж, Игорь отыгрываться умеет, это мы все знаем. Я ни раз, ни два, ни три говорил, что я кайфую от того, как он играет, вот именно, как он ведет себя своими футболистами на поле. Ну, Рашид у нас тоже волк стреляный. Ой-ой-ой-ой-ой, вот первый опасный момент у Игоря. Ван Бастен пробивал головой, но с наброса, естественно, такой удар выйти сильным не получился. Вот, Рашид у нас тоже волчара стреляный, поэтому просто так победу он не отдаст и рвать будет до конца, собственно. Тем временем у нас 12-я минута, почти треть первого тайма у нас уже за спиной, счет 1-0. И Рашид в атаке. В Кройфа попадает мяч, но все же сохраняется мяч для команды сборной Азербайджана. Здесь Кафу все-таки справился, надежно сыграл и мяч отобрать смог. Передача на Кройфа, есть разворот, пас на Матеуса чуть-чуть назад и ошибка. Ошибка, причем очень неприятная. Вальверде отдает на Мане, тут сразу пытается найти передачу Симхена. Ай, вой, вот это могут быть проблемы. Это могут быть проблемы в последний момент. Буквально Варан, чуть ли не падая, сбивает с ноги мяч у КК. Если бы, конечно, пробивал. Ну да, там началось все с ошибки защитников, которые столкнулись друг с другом, и вполне это могло привести к очень опасному моменту, и, собственно, мог мяч оказаться в воротах. Мане отдает на Гвардиола, Райкард перепасовывается с Гвардиолом, и пока что Игорь ищет свободные зоны, как бы развить свою атаку, как бы наказать противника, ну, точнее, по крайней мере, сейчас пока отыграться. Мане, есть подача, есть Ван Бастен, есть мяч в воротах. Ван Бастен прекрасно играет головой, плюс у него очень все хорошо с моделькой, по корпусу, по росту, поэтому... Вполне заслуженный мяч. Здесь, конечно, Чех уже ничего не мог сделать. Мало того, что Ван Бастен хорошо забивает, так еще и расстояние было, ну, просто минимальное, мягко говоря. Вот так вот, 21-я минута, Игорь отыгрался, но сами понимаете, что у нас еще не вечер, у нас еще не ясно ничего. Малина пытался прорваться по правому флангу, не получилось, бразильцы пока что
Точнее, игроки в форме сборной Бразилии пока что показывают себя хорошо и срезают атаки одну за одной. Рашид немножко нервничает, ну, как мне кажется, по крайней мере. То есть, вот изначально первый мяч, все спокойно, а вот здесь вот, ну, немножечко ошибки все-таки пошли. Игорь, конечно, этими ошибками Короче, воспользовался он этими ошибками. Не буду я тут красивые умные слова высказывать, которые я еще не совсем понимаю, как правильно пишутся. Ну что ж, Азербайджан в атаке. Кака отдает на Асимхена. До него, конечно же, мяч доходит. Мане. Снова Асимхен. Пытался аккуратненько отдавать на Вальверде. Я бы, кстати, отдавал на правый фланг. Там хорошее забегание было. Но, тем не менее, не я в финале, не мне давать советы. А вот и отлично. Неймар сможет отдать передачу. Пытался отдать. Мяч попадает в Варана. Я бы, на самом деле, может, и пробивал бы за Неймара. Уже с этого угла. Почему бы и нет. Кройф отдает на Ван Бастена. Есть разворот. Есть подключение Кройфа. Все-таки сохраняется мяч пока у сборной Бразилии. Ван Бастен, Кройф, и в последний момент выставляет защитник ногу, и мяч до Кройфа не доходит. Очень сильно мельчит и Рашид, и Игорь у нас в атаке. Вот, ну, из-за этого достаточно большое количество ошибок происходит. Как мне кажется, можно так вот как-то резче играть, что ли, назовем это так. Кафу отдает на Кройфа, Матеус, Кройф, ой, ну, много людей. Мане попадает в штангу. Да, я не думал, что на самом деле мяч до него дойдет. Такое количество защитников сборной Азербайджана, ну, играющих в форме сборной Азербайджана, было в штрафной. Ой, Неймар прорвался, здесь уже Донарума тащит. Вот такими двумя очень острыми моментами обмениваются ребята. И здесь хороший и проход Неймара, и удар Неймара, и, собственно, попадание в штангу от Мане из сборной Бразилии, назовем это так. Эрнандес пробивает, не получается справиться. Да, справляется пока что защита, мяч отходит к центру поля. Здесь Ван Бастен его подхватывает, но главное не потерять и начать какую-то контратаку. Здесь, нормально пока что все проходит, мяч сохраняется у сборной Бразилии, Игорь очень много играет вот таким вот мелким дриблингом, причем, ну, особо без финтов, но поворотами корпуса, резкими разворотами, это у него стиль игры, мягко говоря, такой, и при этом он каким-то образом еще и умудряется сохранять мяч. Ну и, само собой, в защите играет он тоже очень даже хорошо, буквально читает каждую следующую передачу, это здорово, это в нашей игре очень полезный навык. Кафу отдавал на Кройфа, Вальверде сыграл в перехвате, но мяч все же еще у сборной Бразилии, потому что ошибки. Кройф, ой, хорошо находил Мане в штрафной площади. Если бы чуть-чуть защитник не успевал, было бы, конечно же, очень опасно. Штрафной. Точка опасная, 43-я минута у нас, и отсюда, если есть игроки, там есть игроки, там Матеус, например, есть, который может именно на силу лупить. Кройф больше по подкрутке, я бы бил на самом деле за Матеуса, наверное, ну посмотрим, идет штрафной, попадает в стенку, к сожалению, пока что голевого момента нет, но Робертсон делает ошеломительную подачу, Ван Бастен пробивает, и, собственно, от него мяч выходит за пределы поля. Странно, мне показалось, если честно, что он попал в защитника. Ну, значит, показалось. Судье на поле виднее, чем мне тут из комментаторской будки. Мане отдает на Кака, снова передача на Мане, разворачивается Молина, нет, пока что нет, и судья дает финальный свисток первого тайма. Что ж, 1-1, по ударам 2-2, 5-3 у Игоря, и Игорь, ну, выглядел, наверное, все-таки немножечко после старта матча немножко потерянного, немножко он острее выглядел, как по мне. С другой стороны, Рашид тоже отвечал вполне себе остро, моменты были, и, ну, я бы здесь не отдавал кому-то перевес после первого тайма. Решаться все будет во втором, и мы за этим всем с вами, ребят, наблюдаем. Кройф отдает на Робертсона, не получается проскочить. Сборная Азербайджана перехватывает мяч, и Асимхен уже начинает свой забег. Есть разворот, передача на Мане, снова Асимхен хорошо играет, мелко, но хорошо. Здесь, конечно, да, мяч до Неймара не доходит, уже слишком замельчил. Я бы скорее подавал, потому что, ну, низом такие передачи проходят очень редко. Робертсон Игоря справляется, собственно, с атакой, и мяч, скорее всего, нет, угловой будет. Посмотрим, как Рашид его разыграет. Верховая подача, Ромеро, удар, и снова мяч уходит на угловой, да. Но хорошо мячик летел, обращаем внимание на подключение защитников. Вот, я обычно стараюсь не подключать. Асимхен, нет, не получается. Дембеле мяч принимает, сразу же пас вперед, и Бразилия начинает разворачивать свою пружину контратаки. И не получается. И начинает, и не получается, и снова атака сборной Азербайджана. Вот.
Дембеле мяч перехватывает в центре поля, не обязательно вообще ошибка. Кроев, Дембеле, Матеус не достанет мяч, Бастони становится на пути его, и снова игроки в синей форме бегут вперед. Начинается, конечно же, сразу забегание, Малина на правом фланге, передача на Мане, снова Малина, Мане забегает, ну как-то очень вяленько, хотя прорывается, ошеломительная, и Осимхен попадает во вратаря. Не получается, Донарума на месте, прикрывает угол и, собственно, спасает свои ворота. А вот здесь вот, конечно, Игорь, как по мне, немножко поспешил, но ошибки футболистов и с одной, и с другой стороны его ошибку исправили. Теперь Мане Игоря по левому флангу прорывается, тоже идет ошеломительная подача и не попадает мяч в ворота. Близко. Опасный, несомненно, опасный момент. Снова ребята обмениваются очень острыми уколами, которые пока что до плоти, так сказать, не дошли. Итак, погнали замены у Рашида. Кстати, огромное спасибо ему за запись. Я всегда за это респектую. Ну и посмотрим, какие замены Игорь сделает. Тоже явно что-то будет менять, потому что уже пора. А на табло пока что горит всего лишь 1-1. Явно кому-то нужно побеждать. Хотя, вы знаете, здесь может быть и дополнительное время, и, собственно, пенальти. Вальверде мяч выносит, и начинается атака у нас... Не, продолжается атака сборной Бразилии. Удар... Мяч в воротах. Вот так вот Игорь использовал свой момент. Угловой разыграть не совсем получилось. Тем не менее, просто легенькая передача, нашел игрока в штрафной, которого почему-то никто не держал. 2-1. И Игорь у нас выходит вперед. Ну что ж, Рашиду сейчас придется собраться и показывать, что не зря он в финале. Мбаппе, кстати, выходит у сборной Бразилии. Далее Фоден выходит вместо Кройфа. Так, Торрес вместо Дембеле, Ферран Торрес, не Фернандо, и вроде как все. Вот такие Игорь замены сделал. Ну что ж, замена не замена, но уже мяч он забил. Также выходит Джерард. И также выходит Давидс, да? Судя по всему, Давидс выходит. Ну, неплохо, так сказать. Да, вон Давидса я уже на поле вижу. Он как раз сейчас у нас и прессинговал игроков сборной Азербайджана. В офсайд здесь попадают игроки в синей форме, в голубой, точнее говоря. И Игорь будет длинной подачей находить и своих игроков где-то в центре поля. Давидс сейчас как раз вот у нас и на экранах. Румениге, перехват Сент-Максимин, Варан. Джерард отдает на Давидса. И посмотрим, как будет разворачивать свою атаку сборная Бразилии. Мане обманными движениями на фланге, опять же, накатывает Малину, но здесь ему помогают партнеры по команде, и пройти не получилось. Варан играет очень надежно сегодня, кстати, вполне его можно отметить. Передача на Робертсона, на левый фланг, тот находит Фодена, Фоден не отдает, ошибается в передаче, и Рашид начинает свою атаку потихонечку. За кем останется мяч? Мяч пока что остается за сборной Азербайджана. Максимин не пробегает, не получается, идет очень много брака в центре. Я понимаю, что Рашиду нужно сейчас идти вперед. Игорю, в принципе, можно немножко так игру подсушивать, но я знаю, что так он не играет, не его стиль, так сказать. Он будет атаковать до конца. У нас тем временем идет 73-я минута. Времени остается все меньше, 17 минут до конца, да, и плюс, минуты, наверное, 3-4 все-таки судья добавит. И Игорь берет паузу. Опять какие-то будут перестановки, возможно, смена схемы. Потому что замену он вроде как сделал уже 5. Ну, давайте смотреть. Если замены сейчас не отсветятся, то, наверное... Нет, вот, все-таки замены отсветились. Тоже выходит Максимин у Игоря. И все. И все. При этом мы видим, что у Рашида почему-то выставлен акцент слегка на оборону. Ну вот вы видите по центру экрана. Это не совсем понятно, при том, что ему нужно отыгрываться. То есть одна единичка у него выставлена на оборону. У Игоря же выставлен просто нейтральная тактика, и все. Максимин хорошо обыграл своего оппонента, прошел, и передача здесь не доходит до игрока сборной Бразилии. Конечно, это был бы, скорее всего, гол, если бы она прошла. Ошибка еще одна. 2 ошибки подряд. Коман отдает на Де Пауля. Посмотрим за атакой Азербайджана. Не находит он своего Максимина в штрафной соперника. Бекенбауэр подхватывает мяч. Максимин. Сразу же передача дальше на Тео Эрнандеса. И это... Нет, не получилось у Комана пробить. Мяч пролетел изначально над нападающим. Достался Коману, но у Комана пробить не получилось из очень выгодной позиции. 8 минут всего лишь до конца. И
И пошла подача Румениги сравнивает счет. Ну что ж, вот так вот, да. Это PES, и это ребята, которые играть умеют. Хороший пас пяткой, подача, Румениги головой. От земли Донарума здесь, к сожалению, уже исполнить ничего не смог. Потерялся парень. И 2-2. И у нас 7 минут до конца. Все-таки, наверное, финалы турнирной группы номер 1 не обходятся без дополнительного времени и без пенальти. Хотя сейчас все еще может 10 раз поменяться, вы сами знаете, PES. Передача на Румениги. Румениги отдает на Де Пауля. Абсолютно один. И это мяч. Рашид выходит вперед. Я, если честно, не совсем понял, как сейчас себя действовала защита. Во-первых, один Де Пауль оставался, во-вторых, тут еще на подхвате никого не оказалось. Вот так буквально за 6 минут, да, там, или 7 игрового времени Игорь стал проигрывающим из выигрывающего. И у нас 3 минуты до конца, и, видимо, Рашид все-таки хочет все закончить. Слово из головы вылетело. В основное время, конечно же. И причем сейчас, вот что для меня удивительно, Рашид выставил одну единичку в атаку. Ну, то есть, типа, он проигрывал, и у него была единичка в защиту, то есть больше акцент делать на оборону. А сейчас он выигрывает и делает акцент на атаку. Это достаточно странно. 4 минуты добавляет арбитр, атака Игоря идет. Посмотрим, сможет ли он сравнять буквально на последних минутах. Передача, нет, Чех здесь первый на мяче, слишком уж близко к вратарю шел мяч. Вынос, Максимин выигрывает мяч для своей команды. И пошел по левому флангу. Вот это вот опасная атака. 3-2. Ну, смотрим, как он будет разыгрывать. Аккуратненько, красиво. На паузе дальняя подкрутка, подкрутка в дальний угол. Мне Максимин, если честно, не особо нравится своими именно игровыми показателями, но бежит он как чертяка, просто неимоверный. Ну что ж, 4-2, это точка в этом матче, я уверен. Одну атаку Игорю еще, может быть, дали бы сделать, но он выносит мяч, понимая, что этот матч, к сожалению, он проиграл. Ну что ж... Вот так вот, 1-1, потом 2-1, потом камбэк и, собственно, уверенная победа Рашида Ализаде. Поздравляю его с победой в финале. Игорь, тебе спасибо, конечно, огромное за игру. Миша, спасибо, что ты такие турниры проводишь. Зрители, спасибо, что вы это все дело смотрите. Еще и меня слушаете. Это крайне приятно. На этом, ребят, прощаюсь. Мнения по матчу пишите в комментариях. С удовольствием их почитаю. Как всегда, Морж, как всегда, пока-пока.